Дорогие друзья, мы вас всех приветствуем, желаем отличного настроения. Всем доброго времени суток. Да, пара нормальных блогеров с вами. И приветствует вас из Санкт-Петербурга. Город Пушкин. Да. Что бы мы хотели сказать? Мы сюда приехали немножко отдохнуть, в отпуск, так сказать, на новогодние каникулы. Но неудержимо... Осталось немножко времени, да. Неудержимо хочется все-таки прийти и дообследовать тот самый домик. В Баболовском парке, тот самый домик, где мы, ну, скажем так, где что-то нам удалось заснять. Были какие-то проявления интересные. Ну вот, решили посмотреть, будет ли что-то в этот раз. Может быть, какое-то будет дополнение, да? Ну, мало ли. Информация есть, да. Мы вам сейчас ее расскажем по пути, пока будем идти. Да. Так что, ну что? Приступаем? Погнали. Поехали. Итак, ребят, мы приближаемся к домикам. Узнаете дорогу? Погода, конечно, такая. Ну, зима есть зима, есть свои сложности. Никуда от этого не деться. Я думаю, уже в самих домиках, в самом домике, точнее, в котором мы были до этого, и где мы с вами могли наблюдать некое проявление, какой-то артефакт, мы чуть-чуть подробнее об этом расскажем, потому что, скорее всего, не все ребята из вас знают, какую информацию благодаря нашим подписчикам удалось узнать. Очень интересная, любопытная, кстати, информация, за что мы очень благодарим Оксану. Оксана, тебе большой привет и спасибо огромное. Немножко дороги вам. Вот, как видите, мы на месте. Тут самый домик. Так. Нет, она не закрыта, она примерзла. Проблема есть. Придется немножко. Чего, сейчас мы решим эту проблему? Ага, отлично. Проблема решена. Да. Так. Давайте еще раз посмотрим, что же здесь такое. Да, похоже, да. Ну, естественно, здесь уже были люди. Да, дверь закрывайте. Простите, это стекло. Здесь надо аккуратно.
В общем, что мы хотели добавить? Какие мы сегодня эксперименты проведем? Ну, мы, скорее всего, ночную камеру поставим, и не одну. И я не думаю, одну, да, мы хотим... в разных комнатах. и Это раз. Ну, да. второе, я думаю, опять-таки тишину. позадаем вопросы, Да. которые нас интересуют. Kinect. Kinect обязательно, потому что хочется проверить, будет Будет ли... или не будет снова, Да, да. как помните, здесь было проявление, будет ли оно снова. И где оно будет. Да, мы еще Ну, раз просто пройдемся. интересно, да. И еще хотим попробовать, но это дальше увидите, что мы еще хотим попробовать. Это так, бонусом. Да. Вот небольшая предыстория, но, может, ты расскажешь по поводу того, что удалось нам узнать. Наша подписчица нам такую интересную информацию дала. Ну, во-первых, наверное, нужно сказать, что в предыдущем, да, получается, ролике, когда мы здесь снимали, мы на тишине задали вопрос, кто здесь проживал, последний житель этого дома, и как его звали. На ЭГФ, когда уже был разбор, там был ответ, назвали имя Иван. Ну, конечно, мы же не знали, правда это, неправда, так это или не так. Но просто прозвучало имя Иван. Затем на разборе, да, если я не ошибаюсь, на разборе это было, мы на скрине увидели некое проявление в проеме двери. И проявление было в виде, ну, такой образ деда. Ну, он нас, конечно же, заинтересовал. И через какое-то время к нам в телеграм-канал пришла наша подписчица Оксана из Москвы и предложила нам свою помощь в поиске, ну, кто здесь проживал. И у нее это, к счастью, получилось, за что ей огромное спасибо, Оксана. Ты просто, ну, ты такая молодец. Буквально за одну ночь она нашла такую информацию, правда, это дорогого стоит. И наутро мы узнали, что здесь проживал дедушка, которого звали Иван. Как бы это ни было удивительно, но это вот так. И плюс ко всему она нашла также фотографию, но, правда, она более ранняя, я не знаю какого года, возможно, 50-х лет, ну, скорее всего. Но схожие черты вот с тем дедом, который проявился у нас на скрине, и вот фотография этого дедушки, очень много схожих черт. Мы сейчас, наверное, это вставим, посмотрите, кто не видел, это очень интересно. И поэтому мы вернулись сюда, так как это нас очень заинтересовало. Возможно, не просто так эти проявления были. Может быть, он что-то хочет нам еще передать, сказать. Мы, нужно сказать, что здесь уже были. Ребят, да, Да. кто не видел этот выпуск, мы ссылки оставим в описании под видео. Вообще выпуск называется «Фантом из прошлого». Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, обязательно. Буквально дня 2 или 3 тому назад мы сюда уже приходили, ну просто на разведку посмотреть, что и как здесь обстоят вообще дела. И записали ЭГФ, ну, скажем так, записали тишину. Ее уже разобрали, она тоже оказалась очень интересной и загадочной. Чем, так сказать, нас она еще больше заинтересовала нас это место. И, конечно же, мы не могли не прийти. Давайте посмотрим, что сегодня получится. Ну что, поехали? Итак, друзья, мы настроили Kinect. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Мы в той комнате, где, получается, вот 2 окна. Да, Глухая комната, да. Сейчас попробуем. Ну, ты снимай сам процесс, я просто пройдусь. Если что, не говорите. С нами Леся. Поприветствуйте, ребята. Лесь, ну как?
ощущения сегодня? Ну, как-то так себе. Есть что-то, да? Да. Ну, в общем, будем смотреть. Да. Что-то, да. Мне кажется, что будет. Что-то будет. Ну, в принципе, мы за этим и приехали. Посмотрим. Так. Ну, здесь ничего нет пока. Оп, есть было. В проеме. В проеме прям было. Вот где-то здесь было. Исчезло. Где-то возле окна было. И ничего пока. Иван Петрович, ты здесь? Ты вот вернись сюда, на это место, немножко назад. Чуть-чуть иди сюда назад. И попробуй в проем. Ага. Вот пованди-ка еще. Вот как-то он вверх-вверх. Вот где-то он здесь вот был, ну. Смотри, сейчас нет. Может, он просто заглянул? Заглянул. Слушайте, у меня такое ощущение, что все-таки в той комнате. Ну, сюда надо переходить, здесь вообще глухо, ничего нет. Но камеры мы здесь все равно поставим, потому что интересно. Ну да, Может, поближе все-таки попробовать. попробуй. Я кладу сюда, если что. Ну, насколько хватит. Насколько хватит, наверное. Так, и если что, там наши пакеты лежат. Пока ничего. Значит, туда переходим, да? Думаю, да. А издалека, если помню. Нет, ничего нет. Подождите, нет. Тихо, да? Да. Ладно, тогда в таком случае вы пойдемте на меня. Ладно. Ничего Интересно. С крыши был тык. Ну, минуты 3 лишь как прошло. С крыши? Да, я, конечно, как бы промолчала, потому что снимали. Тык. А. Все. Такой. Слушай, ну, Щелк. щелчок. Может быть, услышим на камере. Попробую увеличить звук. Ну, в любом случае, на камере надо слушать. Конечно. Тут в любом случае надо. А еще интересно, нам показалось, здесь лежит иголка. Вот что она здесь делает? Ну, как бы это странно. В домике, да, иголка. Откуда она здесь взялась и какая-то... Кто ее мог сюда принести вообще? В каких целях? И главное, она одна, да? Ну, я не знаю, может, конечно... Может, здесь какие-то обряды проводили или еще что-то, мало ли. Поэтому такое здесь ощущение неприятное. Вот этот проем. Ну, я на нем не вижу ничего такого. Не знаю. Так. Стой здесь. Конечно. Так, сейчас я перешагну там. Подожди. Так. Куда светить, не знаю. Куда свечу, не знаю. Ладно. Комната, получается, вот проем. Откуда мы пришли? Вот это. Ну там ничего пока. Ничего. А вот та печка, где в прошлый раз он был. Да? Да, здесь как где-то. Ничего.
Смотри, на секунду кто-то показался, и на этом все. Причем опять в проеме, да? Где вот этот силуэт был. Выше, ниже, я не вижу. Ну, делай выше, просто подальше отойди, а то... Максимально выше. Да. Ну, вот так нормально. Выше делай. Не-а. Очень странно. Тогда прям четкий большой был силуэт. Ну да, он был человеческий рост. Ну, чисто... Интересно, с чем это было связано, да? Почему именно тогда был, Сейчас а сейчас нет? Можно Очень. попробовать в окно выглянуть. Интересно. Камеру. Ну, а ты там не увидишь? Ну, правильно, не получится. Темно, не видно. Нет, не видно ничего. Угу. Ничего нет. А-а. это он же пришел, смотри. Да, он просто заглянул и все как бы. И на этом все. Ну, еще раз пройдись. Не-а. Ну, здесь долго и в прошлый раз стоял силуэт, да, вот? Большой, такой четкий. Сейчас нет. Интересно. Подвал. Нет, ничего нет. А что это такое висит? Похоже на куклу. Но нет, это мусор какой-то. Опа, есть. Было что-то в подвале. Где? Вот, есть. Бежит. Там несколько. Серьезно? Там несколько. Он Там пауки. двое и третье Один какое-то лежит. появляется. Да. Смотри, лежит, да? Смотри, как будто их двое вот тут справа, видишь? А вот этот стоит у стены, получается, вот этот. Стоит. Серьезно? Да. А тут Боже мой, их там много. Сюда, что ли, ставить? Да. Камеру? Они там, прикиньте. смотри, замер. Этот замер. Замер, это плющ. Да. Да. Пытается встать, смотри, он прям. Да. Будто пытается встать. Исчез один. Один исчез пока. А один замер. Он вообще какой-то нечеловеческий силуэт, да? Кошмар. Смотри, здесь в домике нет. Пропорциям, да? Да, Не человек. да, не похож. Я, к сожалению, не вижу. Смотри, правда. Нет, просто самое интересное, в домике их сейчас нет. В подвале. Почему это в подвале? Ну, подвал здесь для сравнения очень глубокий. Потому что человеческий рост. Здесь, мне кажется, можно ходить, да? Смотри, шею вытягивает. Да. Тань, чуть-чуть подальше от себя сделай. От себя это как? Ну, на себя. Он как будто вылазит сейчас. Он встает. Смотри, рукой машет. Что-то головой. Это травиным, господи. мне Да. страшно. Чуть-чуть назад еще. Да, он За вылезает. тобой вылазит, Тань. Он как паук. Да. Он перемещается, прикинь.
попробуй отойти. Что он вылазит. Ты кто? Что это за проявление? Как тебя зовут? Это надо все-таки. Тихо. Давай, да, все равно спросим. Как тебя зовут и кто ты? Что ты здесь делаешь? Что тебя здесь держит? Ты можешь сказать, ты злой или добрый? Если ты добрый, стукни 1 раз. Если ты злой, стукни 2 раза. Ответь нам, пожалуйста, в этом домике опасно находиться или нет? Холодно повеяло. Так он вылез почти. Да, он прям над этим, над ямой. Если ты нас слышишь и видишь, попробуй проявить себя на ночной камере, на обычной вот на этой камере. Скажи что-нибудь. Подай какой-нибудь голос, звук, стук. Скажи что-нибудь. Таня, попробуй еще назад отступить. Еще.
Просто мне интересно, куда же он выползет. Смотри, он вообще какой-то нереальный. Все, исчез. Исчез. Да. Странно. Фух. Что это такое? Оно не, вообще не человеческое. Да. Он даже не как паук, я не знаю, это что-то... Какой-то сгусток, да, чего-то. Вот огромное какое-то. Смотри, там даже, по-моему, несколько конечностей. Они как обычно вот проявляются, да? Человеческая фигура. Угу, Не может быть, чтобы их нет. Я же их чувствую, что они тут есть. Да, да. Я говорю, вот вы когда начали задавать вопросы про злой или добрый, Но здесь понятно, понятно, что здесь Продувает. Продувает, да, и воздух. Ну прям холодом пошло, прям сильно холодом Мгм. пошло. Тут постоянно как бы дует, но в тот момент именно, да? да? Холодом. Чувствовалось. Неприятно. Странно. Туда она стоит, да. чуть-чуть Да, так делался, порвать. попробуй сейчас на печку. Ну, тут Да. так попробуем. Он же куда-то исчез. Ну так-то да. Куда-то жил, вылез. Он был сначала в подвале, потом он поднял. Вот Опа! он, у двери стоит. У двери. Прям лучше бы. Прямо у двери он выполз. Он выполз из подвала. Его здесь не было. Ну, все же видели, что... Смотри, он реально выполз из подвала. Смотри, какой аквариум. Ой, какой. Постучи, пожалуйста, по этой дверке. Стучи, смотри. А сделай так, чтобы мы услышали. Постучи, чтобы мы услышали. Постучи, пожалуйста, вот так вот. Сделай как-нибудь. Вот так. Постучи. Хорошо, стукни один раз. Громко, чтобы мы слышали. Сейчас у меня голова начинает болеть. Кто ты? Угу. Он какой-то нереальный вообще. Руки огромные, длинные. И он четко прям видно было, что он вылез из подвала. Да, По стене вот. да, куда-то перелез. да, да, Такой да. Короче, Его здесь не было. я Ну думаю, мы же видели прям, да, вот. Не пойду, если что-то. Прянически. ну, я думаю, я примерно знаю, как можно поставить камеры. Ну, хочешь на печку уйти, мне кажется, но боится. Ну, или не знаю. Может мне к нему подойти? Свет не надо. Нет, Свет не надо. Не надо, нет. Не надо, думаешь? Не надо, не Смотри, он прям наклонился, да, ко мне? Ну, не надо, Когда я не стала надо, подходить. подходи к нему, пожалуйста, не надо. Кто ты такой? Если ты нас слышишь, ну постучи. Дай понять, что ты нас слышишь. Стукни, чтобы мы услышали. Стукни, чтобы мы услышали. Постучи. Прояви себя как-нибудь, прояви.
Если ты хочешь, чтобы мы сейчас отсюда ушли, прояви себя, стукни по этой двери. Стукни, чтобы мы слышали, чтобы мы поняли, что ты не хочешь, чтобы мы здесь присутствовали. Надо ставить ночные камеры. Ногой пошевели, если сможешь ты. Нажми на это, ты будешь. Ага. Исчез. Не знаю, куда ты убежал, прикинь. Ты дверь... Вот появился. Я говорю, на печку. На печку. Я же сказала, он хочет на печку. Я же сразу... Смотри, что с ним происходит. Он хочет на печку. Я же сразу сказала. И мы пришли, он спрятался просто от нас. Посмотрите. Он вообще какой-то. Что вообще такое? Сначала он сейчас появился как силуэт человеческий, теперь его снова вот так вот разбросало. И не пойми, что это вообще. Хорошо. Это реально, да, что-то нечеловеческое. Опять исчез, да. Тут и делось. Потому что мы смогли, наверное. Ну, наверное. А давай следом я просто понесу. Сейчас. Осторожно, эта штука может свалиться. Наверное, будет неудобно. Вот ты знаешь, хотя бы до середины вот сюда, там достанет. Да, достанет дальше. Сейчас отключится. А, вот, точно. Ага. Так, давай посмотрим. Не светит, плохо светит. Плохо видно. Таня, у тебя просто не на полную, наверное, включен. На полную? Ну вот, поэтому плохо. Ну так. Нет, там чисто. Не хотят они в ту комнату ходить. Это там самое противное. А вот почему-то. Интересно, там в этой комнате. Нет, ничего нет пока. Он куда-то исчез. Исчез куда-то. Может, вышел. У меня сейчас такая, странная, непонятная такая идея. А если на потолке? А, все может быть. А может и на стенах быть, и на потолке. Пройтись. Ну, попробуй. Ну, попробуй, не знаю. Я сейчас тогда отсюда убегу. Пока нет. Думаю, уж как бы завяжем, если будет. Ну пока нет, ничего. Куда-то убежал. Интересно. Попробуй сюда немножко. А может он там действительно? Дай попробуем спуститься. Сейчас. Ну, все достаточно. Смотрите, если появится, я подойду, сниму, а так. На монтаже хотя бы его нет. Нет, здесь чисто. А на выходе? Неприятно, осторожно, да, там. Кишки прям дается. Да? Да, вот, честно, у меня вот пока мы стояли, пока он сидел в двери, голова закружилась. Но у меня заболело. Почему? У нас у всех. У меня и закружилось, и вот тут болит. Прям уже аж физически. Подкушал немножко, видимо. Подкушал, но сейчас хорошо, я говорю. Он, видимо, наелся и ушел. Наверное.
Нет, здесь ничего нет. Почему это не понятно? Ну, в принципе, потому что он здесь живет. Говорочек. Что делать? Ага, все. Ничего там, да? Слушай, ну давайте поставим тогда этот. Ночную. Да, смысла нет терять время. Лучше поставить, сейчас мы кто устанавливать будем. Там даже не двое, там даже третий появлялся. Который вообще не голосует. Который не может, да. Там много похожих. Я, наверное, сейчас буду собирать. Блин. Сейчас искать нет. Я... Бог знает, что там творилось в подвале вообще. Если честно, я... Ну да. Так, ну что, сейчас тогда ночные вставим камеры? Да, надо еще посмотреть, как их лучше установить. Я Мгм. так понимаю, раз здесь было, Угу. надо, наверное, в тот угол, либо опять в этот угол. Можно в этот. А туда я, наверное, поставлю. Одну, она более обзорная, и Но. её сам... На обзорную поставлю, там 170 градусов. Сейчас мы поставим здесь одну камеру, она более обзорная. Так, вот здесь вот игла где-то была. Ага, с осторожнее наступить. Мало ли. Давай подойду, покажу. Блин, похоже, нет. Сейчас попадет. Чё? А что происходит? А что происходит, я не поняла. Почему-то здесь время стало быстро записывать. Сначала ничего не записывала, потом стало быстро. Слушай, мне, знаешь, уже становится интересно. Значит, где какое-то проявление, какая-то аномалия, они играют с таймером. Нам показалось, что вот здесь, в этом проеме, снова кто-то стоит. Ты кто? М? Что это было? Вы слышали? Да. Это 3 раза. А это не ты была сейчас, нет? А, может быть. Это ты была, но что ты поешь? Почему это прошло? Может быть. Вот нам показалось, что он где-то здесь стоит. Боковым зрением. Ты кто? Ты не человек? А в подвале людей держишь, да? Там души чьи-то? Ты кого там держишь? Ты кто такой? Ответь нам. Кто ты и как тебя зовут? Зачем ты там держишь людей? Кто они? Что? Костя? Где слышал? То есть вот так? Может быть, это записалось, я очень надеюсь. Кости, наверное. Кости? Кости. Может быть, в подвале Кости, а не кости. Что ты хочешь сказать, в подвале Кости? Я ничего не хочу сказать. Надо будет на тишине это спросить, мне кажется. Да. Так мы сейчас вопросы зададим и оставим. Пусть записывает. Дух этого места. Если ты нас слышишь, поговори с нами вот на этот диктофон. Засвечиваешь. Ответь на наши вопросы. Кто ты? Как тебя зовут? Что ты здесь делаешь? Кого ты держишь в подвале? Кто ты вообще сам такой? И хотелось бы задать вопрос, вот мне он очень интересен.
Мы об этом не сказали, но дедушка Иван писал книгу. Есть некая рукопись, я не знаю, вообще она существует, осталась ли, уцелела. Хотелось бы знать про рукопись, есть ли она, и Если есть, то где она, возможно ли ее найти. И еще, когда мы сюда приходили, кто-то сказал про ключ. Что это за ключ? И в каком он шкафу. Да. И от какой двери вообще? Что им можно открыть? Я думаю, достаточно, пока оставляем. Дух этого места, пожалуйста, дай нам ответы на этот диктофон. Мы его оставим здесь. Я направлю прям в комнату. Все, выходим. Да, сейчас мы поставим следующую камеру. Так, держи. Снимай, она съемка идет. Так. Здесь тоже, чтобы хорошо так прям обзор был. Ну, печь. Вот это вот тоже, надеюсь. Ну да, вот это тоже осветить. Да, Может быть, куда-то на окно. А тогда не будет да. прохода. Наверное. Очень надеюсь, что здесь со временем нормально будет. Это как-то странно побежало время. Главное... Я сразу ставлю съемку. Да. Девчонки, если можно, пожалуйста, выйдите, чтобы я Давай. не просто пройдите. Мне нужно видеть. Угу. В принципе, одно хорошее. Ребята, вот мы оставили камеру. Я не знаю, она сейчас засветится. Вот. Обзор, я думаю, достаточен. А сами мы пошли. Диктофон у нас включен. Тишина. Так, двери закрываем, да. И засекаем время. Подальше отойду. Закрывай. Ты снимай пока, ладно? Мгм. Так, ну что, мы туда подальше отойдем? Ну, вообще лучше, конечно, вот сюда нам, девочки, потому что за дверью надо следить. Да. Хотела бы уточнить про рукопись, да. Как оказалось, дед Иван, да, писал, я уже об этом сказала. Он писал какую-то книгу, похоже, он ее не закончил. И вот про этот момент хотелось бы более конкретно узнать. Надеюсь, что ответы будут. Если что, вы их уже, скорее всего, услышали. Вот второй домик, он наглухо заделан, так же, как и третий. Давайте еще подальше отойдем. Я, скорее всего, наверное, отключусь, потому что холодно, и чтобы камера не садилась. Покажи, что ты делал. Да, стоять мы будем здесь, чтобы обзор у нас был. Вот, кстати, третий домик. Да, здесь подвал открыт, но мы туда уж не полезем. Просто хотя бы немножко сними. Посвети туда. Здесь ничего такого нет. Там просто мусор. Возможно, конечно, интересно, но, ребят, если вы хотите, если вам интересно, мы можем сюда вернуться, залезть, но это, скорее всего, только летом. Там видно вообще? Маленькое окошко вон там Открыто. Давай. Да? Тоже посмотришь? Иди сними только на нож. Ты про какое маленькое окошко? Про какое маленькое окошко? Подвал? Здесь? Так, мне сказали, что здесь окошко открыто. Давайте заглянем.
Я не знаю, видно вам что-то. Больше, к сожалению, показать не могу. И громко говорить я тоже не могу.
Ой, ребятки, у нас снова садится батарейка. Кстати, прям вообще Да, быстро она махом. села. Поэтому надо Мы быстро. сейчас, да, возвращаемся, собираем все оборудование. Да, ну прошло где-то 20 минут. Я думаю, этого достаточно будет для Мгм. съемки ночной камерой. Поэтому мы сейчас возвращаемся. Кое-что еще попробуем сделать, если хватит батарейки. Очень Да, дай надеемся. бог. Ну и, конечно же, хотим сказать, что мы постараемся, очень постараемся вернуться сюда летом и Ну, парк, исследовать да, парк весь очень парк. интересен. Нам интересно, в Да. принципе, его осмотреть, потому что здесь тоже есть о чем рассказать, о чем поведать. Вы, в принципе, можете сами загуглить, почитать про этот парк. Он очень интересный. Как исторически, так и, в принципе, это место такое, место очень мощное. И, конечно же, мы сюда постараемся вернуться. Ну а сейчас давайте возвращаться. Давайте, да. Так, надеюсь, что были хоть какие-то результаты, потому что это действительно интересно. Так, второй домик. Ребят, мы хотели, конечно, провести еще один эксперимент. Не знаю, хватит ли батарейки на камере. Не обращаем внимания, собаки. Если не хватит, значит, мы сюда, соответственно, вернемся летом. Хорошенько обследуем этот парк. И попробуем все-таки провести этот эксперимент. Запись идет. Сейчас я проверю, как запись идет. Держи, я сейчас буду включать, когда соберу. Я не знаю, хватит ли. Может, пока отключу. Сейчас мы соберем все, да. Так, друзья, в общем, мы решили сделать вот такой вот, ну, как это называется, круг с буквами. Попробовать при помощи вот иголочки. Я не знаю, может, конечно, кто-то подумает, что это типа детская забава, но будет, пусть будет так. Пусть Давайте будет просто так, но мы попробуем, попробуем. да. Просто попробуем. интересно, да. Ну, давайте попробуем. Так, минутку я Я надеюсь, это видно. несу просто. Сейчас я его сниму. Мы решили вот сделать этот эксперимент. Вот где эта печь. В этой Здесь комнате. немножко проткну, чтобы она... Угу. Вот, чтобы не был ход. Это так, наверное, да. Ну, здесь поверхность, конечно, такая. Да ладно, как есть. Больше тут лучше, то нет. Так. Не могу упасть. Будет ли она вообще вертеться? Так, ну сейчас посмотрим. Итак, дух этого места, ты здесь? Ты нас слышишь? Мне кажется, надо подлиннее. Да? Да, сейчас минутку. Делай. Сейчас, да. 5 секунд. Ох, сейчас сядет батарейка. Быстро, да, попробуем просто. Ты вторую камеру не брала, да? Нет. Придется на телефон отлично. что-то. Итак, дух этого места, ты здесь? Да или нет?
Если ты здесь, скажи, что ты... Подведи иголку к... где написано «да». Здесь кто-то обитает. Лесь, ты снимаешь, да? Тогда я отключусь пока. Тогда ты снимай. Ага. Ну, хотя бы на финалку, чтобы хватило. Опа, да, да. Да, здесь кто-то есть. Назови свое имя. Ты человек или нет? Да, человек. Да. Назови свое имя. Покажи первую букву твоего имени. Первая буква твоего имени. Покажи. Это А? Следующая. Стоит как будто на месте, Мгм. да? Ты не хочешь с нами общаться? Вы видите, что это? Ты хочешь с нами общаться или нет? Да или нет? Пожалуйста, скажи нам. Ответь, пожалуйста. Да или нет? Ну, честно говоря, сложно, конечно, в таких условиях Ну да. и в таком положении. Дух этого места. Ты хочешь, чтобы мы ушли отсюда? Да или нет? Неконтактный. Нет, ничего не хочет говорить. Не знаю почему. Но не хочет. Может, охранника у нас пугнули. Да. Кстати, да, сейчас был охранник. Увидел, видимо, освещение и пришел. Поговори с нами, давай, И, поговори. возможно, из-за этого, что сюда заходил охранник, да? Как бы Мгм. как-то сбилось все. Дух Ты этого сейчас места- здесь? Да, дух этого места ты здесь. Вообще молчит. У меня Мгм. очень болела голова сейчас. Да? Заболела. Да, мне кажется, это да, раз. Ну да. Думаю, что оставим, и я не буду. Оставляем. Я думаю, просто в печку. Можно в печку, куда угодно. Ребят, мы, конечно, попробовали сделать, что смогли. К сожалению, не тут приходил охранник, да. Да, но мы думаем, что, возможно, он как-то сбил настрой какой-то или не знаем вообще, с чем это связано. Да. Может, в принципе, этот эксперимент не работает, но мы попробовали. Возможно, где-нибудь на какой-то локации еще попробуем.
Мало ли. Если вам понравился этот эксперимент, ставьте пальчики вверх. И пишите в комментариях под этим Да. видео. Ну, а мы, наверное, уже заканчиваем этот выпуск. Все, что мы записали на ЭГФ, на тишине, вы услышите в конце этого ролика. И Ну, фотографии. Будут, да, несколько фотографий. Все, что мы успели. К сожалению, батарейка садится критически быстро, поэтому... Поэтому мы будем прощаться с вами. Спасибо большое, что посмотрели наш выпуск до конца. Вы большие молодцы. И помните, вы у нас самые лучшие. лучшие. Пока-пока. До новых встреч.